Привет всем. Кто-нибудь здесь? Кто-нибудь здесь? Кто-нибудь здесь? Эба! Батрикс правильно присоединился к каналу. Пошел, бля. Что за хуйня? Бля. Привет. Ебать, кого-то задавили, на.
Marketplace надо зайти, кстати, посмотреть. Вчера рыбу продавал. Опа! Раз. Ай, сука. Пошел, блин.
Ay balik. Aptala balikin. Yok dedin. Hadi dedin. Tamam dedin. Ha? Teriyakan ada. Hah? Ah.
Здорово, мужики. Два мотороллера. Заебал, блядь. Нормально не может, что ли, блядь, парковаться. О, бля, ну попробуем. Надеюсь, ментов нету. Сейчас. Менты активизировались, бля. Бандиты тоже, блядь, слишком что-то ездят жестко. Останавливай машину от ограбления. А? Чё? Это ограбление. А шо, блядь, ты чё, не читаешь, что ли, блядь, правила, нахуй? В одного не можешь ограблять, блядь. С 23. С 23 можно. В одного нельзя, блядь. С 23. Пиши админу. Пиши админу, если не веришь. Давай. Давай. Ну наведи, блядь, я Y хочу нажать. Наведи меня. Не работает. Сейчас, подожди, найду это движение. Все, заработало? 23 говоришь? Да. Ну. Да. Сколько это, блядь? Миллион, что ли? 1 300 000? 1200. А, понял. На жизнь зарабатывать надо как-то. Бля, оружку надо купить, нахуй. Таких убивать. УЗИ, нахуй. А сколько могут вообще этого? Раз, два, три. На волне никого нету. А, пошел, бля. У-ху! А, суки!
Здорово. Бля, заебали воровайки нахуй. Ой! О! Адя, блядь. Что за хуйня нахуй? Не туда нажимай. Заебал нахуй. Сука. Конкуренция дикая, бля. Так. Волну. Отрекламировать волну. Вроде объявления выходят. Вот. Да, бля. Ой бы ты сдох нахуй. Что здесь не так, бля? Так, Обыз, бля. Да ну нахуй. Бля, что за хуйня тут происходит? Что здесь происходит? Что здесь происходит, бля?
Останавливаемся. Останавливаемся, сказать. Они улетели, что ли? Они другого остановили. Тридцать в очереди, ебать. Объявление 30 в очереди. Что-то, блядь, вороваек дохуя стало, блядь. Порыбачить пойти, что ли, нах? Вон он поехал. Его останавливали. Бля, машину побыстрее вы, блядь, я легко удирал бы от них. Пиздец, блядь. Чуть дебил, блядь. Куда ты? По встречке едешь, сука, долбоёб, блядь. Видишь, я нет. Я чё, худить что-то, она не поняла такой базар. Чё, сука, бля? Чё, я не понял, тебя положить сейчас? Чё, сука, бля? Тебя положить, тебе понять? Сейчас тебя положу нахуй, бля. Я не понял, что ты общаешься? Сука, быстрая. Алло, я не понял. Что Алло, так общаешься? Я понять не ты, могу. блядь, Алло, дебил, нахуй ты по встречке едешь, блядь. чё? А? Дебил, блядь, сука. Выйди из машины, дядя, чё? Долбоёба кусок, нахуй, блядь. Выходи из машины, дядя, ты чё? Пусть это Порывай. вынет сначала, потом говори, понял, блядь? Давай, давай. А чё он со мной до конца не доехал, блядь? Ебать, мотоциклист проехал. Бля, менты вообще не работают, на.
Бля, 5 километров. Как будто не хочется, но. Аллять. Вообще не успеваю, блядь. Ты чё, блядь? Я далеко. Абыс. Сука. Нажал же. Ебать быстро, блядь. О, да. Бля, машины пиздец настал, блядь. Три рейса только откатал, на. По встречке ездят туда-сюда, блядь. Так, банкомат надо. В общем, ты залить.
Что, не можешь сесть, что ли? Давай, мой мотоцикл подтолкну. Отойди-ка. Ай, выходи. Нет! Уходи! Ты дебил, блядь! Бля, реинкомплект забрал нах. Для шотца подойдет кадр, давай подтолкну, заныфаче, ролик хифлар лаукхик. Ты можешь клип сделать же. Бля, я не думаю, что он на эту хуйню с этого накинется на именно... Вы мой спаситель! Этого не надо спасать, он меня убил нахуй. Здравствуйте. Я извиняюсь, стойте, вот кого там убили, все дела. Не хотели бы выступить в семью, нет? Меня убили, бля. В семью не хочешь? Не хочу, меня убили, потому что... Так. Шла отсюда, нахуй. Какой нахуй глушилки? Из-за него я... Этот, 2х проебал, бля. Просто хотел помочь человеку. Кто-то говорит, нет? Нахуй ты мой спутник переехал, блядь. Здравствуйте, сэр. Теперь Сэр, запомнишь, извините. наверное, что нельзя Хотели бы вы наезжать на вступить в семью? мотик. Нет. Да, конечно. Конечно. Нет, серьезно? Хотели бы? Можно. Садись в машинку. Запомни, ГТАшек, привет, кстати. В общем, ты можешь мне Не здоровались сегодня с тобой. Доброе утро.
У тебя сейчас 8.49. А у меня 7.49. Да хотел помочь, бля, толкнуть. Я знаю, что возле... Я тоже с мотиком же ездил. Начальный уровень, да? Вот. И если он рядом с машиной, и любой транспорт там... Утром, Авингхан. Вот. Нельзя сесть в него, короче, блядь. Нельзя сесть в него, я знаю. У меня были такие также проблемы. Из-за этого я и хотел ему подтолкнуть чисто бампером. Пук, чтобы он отлетел. Ну, вот так вот, чуть-чуть дальше. Чтобы он сел на скутер, блядь. Вот так вот. А он взорвался, нахуй. Хуй знает, почему он взорвался. Меня уже сегодня 2 раза хотели ограбить. Что-то сегодня эти детишки охуевают, нахуй, бля. И вообще не могу принять 2 XP, потому что что-то слишком быстро они делают это. Непонятно. На. Вчера, кстати, ранг 3 подняли до 3 по Москве дня. И началось опять вот это вот. В канале все начали друг друга стрелять, тулить. Детишки опять... детишки Кушать опять... всем хочется. Ну да. Детишки начали этого, из-за этого я поехал на рыбалку. На рыбалке я вчера без стрима посидел и апнул 2 ранг. А, кстати, я же вчера склад Томпсон не продался, да? Вот, и рыбу вчера немножко словил и продал. 3 950. 3 989, да? Нет, 49. Так, мои объявления. А история сделала. О. Рыбка, рыбка, рыбка моей мечты. Вчера. И 2 ранг апнул. Короче говоря. Че, ГТАчик, ты пришел с работы? Или на работе пока что? Ебать, 2 срочных, 7 километров, ебать. 4 канах. Никто не берет, потому что все на Камачо играют. Ага. В выходной пораньше отпустили. О, это самое лучшее, когда пораньше уходишь с работы. Это то охуенное чувство, когда такой идешь такой и думаешь, блять, сейчас бы сидел бы, работал бы. А я сейчас уже почти дома, нахуй. Компьютер включу, пивка открою холодненького, чипсы, GTA-шка. Оф. Это самый лучший выходной. Ебать, блядь. Я стою, блядь, никого не трогай, нахуй. Машину только отремонтировал, блядь. Принять! Сука! Принять! Блядь! Вот нахуя, блядь, меня трогают, нахуй. Еще встречка, блядь. Че за хуйня? Я же вообще на обочине стою. Правильно говорят, ночью лучше не заходить, походу. Пивка с вечера надо было брать. Кофе, хатби-вираги, хлюпаю. Так, после работы же пивка же, не?
на работе зачем пивка? Ну, кофе тоже тепло, я тоже кофе попил. Приятного аппетита тебе. Вот там убивает уже с автомат на очереди. Задачу выполнил, да, календаря? Магаза 10. А, у вас пиво, кстати, со скольки продается? Со скольки до скольки? То есть разрешение продажи пива. Давай! 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 У-ху-ху! Повезло. До 22. Ой, бля, нихуя себе. Утуос Арсе Арденан, полная МНМ давно Туран стримчанский да. Батя 14. Абыс. Что это? У меня игра вылетела. Бля, у меня игра вылетела. Батя, здорово. Нам давно Туран стримчанский, да, но... Ник поменял, да, батя? 14. Ты кто? Раньше какой ник был у тебя? Так, GTA-шик, хочешь узнать у нас со скольки, в нашем регионе со скольки продажи алкоголя? Хочешь охуеть? Фото. А, фотообработки где? А чё? Пиздец, блядь, у меня дальнобойщиком сейчас не поиграю, походу, нахуй. Походу, рыбачить сейчас пойдем, блядь. Кто, блядь, взрывается, нахуй? Кто, блядь, игра крашится, блядь? Я вообще не понимаю, нахуй, что здесь происходит? Комп тоже не включить. Доча, Уггинг Фачи, спит еще. Роллингон Хифлар Лаугхинг. Сижу, куру. Так, когда комп включаешь, ты орешь, что ли? Что, молча нельзя посидеть? Из-за этого надо клавиатуру, мембраны покупать, не механику. Это лайфхак. Лайки прожмите, пожалуйста, GTA-шник и батя. Один из вас кто-то не прожал. Я за всем слежу. На Twitch подпишитесь, ребята, если YouTube залагает стрим. Копы у детишек в комнатах. Понял тебя, GTA-шник. Если залагает, то я вырублю стрим на YouTube, а на Твиче дальше будет идти. Уф. От души, бодь. От души. От обработки. Чё, GTA-шник, не хочешь узнать в нашем регионе со скольки до скольки алкоголь продается? У тебя с 10 до 10 вечера, бля. Это рай для меня. Сегодня у тебя ровненько идет стрим. Да, сегодня пока норм. Сейчас у меня машина будет или его надо обратно этого спавнить? Доступен новый бонус, активируйте его. Абыш. Это моя машина боком лежит. Что за
хуйня, бля? Блять! Ну открой дверь, блядь. Какая буква была? К или Л нахуй? Забыл. Ух! Через Г можно. Попроси, чтоб толкнул кто-нибудь. А я нельзя, ля. Нет, нет, нет. Кого-то там в тюрьму ебашат. Пожалуйста. А зачем я, откуда я отсюда на ипподроме появился, блядь? Как отсюда выехать? Тут дохуище этих машин. Походу всех этих выкинуло, да? Как его? Всех этих дальневосточных, хотел сказать, блядь, дальнобойщиков, блядь. Надеюсь, этих детишек, которые воровали на трассе, тоже выкинуло, бля. Эти вылеты неспроста. Почему? Обнову вживляю. Ну, бля, в рестарте пускай вживляют сколько угодно, бля. Так. Рация. А, рацию заново включать надо, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Так, нету никого пока что. Странно, вчера, когда выходил с игры, да, спать, люди говорили, что типа до 4 ночи будут играть. Но я не спросил, по какому этому поясу. Но вроде понял, как будто бы с Москвы, блядь. Ну пускай воровайки меня останавливают, бабок нету, не жалко. Ну ты вчера мне говорил, блядь. Ну ты вчера. Выходные больше онлайн. Ну да, блядь, сейчас 2300, блядь, людей. Переодеться бы. У кого-нибудь надо попросить одежды, блядь. Так, и в 2, кстати, надо будет зайти, ребята, потому что сказали, что-то там премиум какой-то активирован.
Что там случилось, бля? Дерутся, что ли, бля? Сейчас в 2 посмотрим. Тут жестко охуенная тачка, походу, бля. Что это? Такая, это была же у меня. Не сгорает у меня когда-нибудь? Бля, что за хуйня? Они не сгорят? На 3 дня? На 3. Они у меня надолго, да? Бля, 2,8 километра было написано. В итоге 6 километров, блин. Наебалово, блядь. Не думаю, нахуй. Так. Посмотри состояние машины. Так, масло поменять потом. Блять, нах, овощник бегает. Раз, два, три. Да уже полбака что ли отъехал, на. А, окей, хорошо.
О, блядь, страшно, но попробуем. На волне кто-нибудь есть? Да. Привет, привет. Привет. Нас двое только. Ты только подключился, да? Да, ты когда говорил что-то, я по телефону разговаривал. А, понял. Мгм. Что, менты есть? Нет, спокойно, никого нет. Вообще спокойно езжу. Воровайки заебали меня, 2 раза уже останавливали. Странно, меня за вечер вообще не похитили, не ограбили ни разу. Нормально было. Мелкие воровайки. Понял. В соло бегают, говорят, с 23:00, типа, в соло можно грабить. Можно, но в гетто только. Блядь, а меня на дороге нахуй грабанули. Не-не-не, на дороге 2 машины ночью можно. Тут, да, можно вроде. Ой, пизжу. Одну машину, 2 человека. Пешего и только пешего. А машине тебя не могут остановить. Почитай правила похищения ограбления. Мгм. Там небольшое оно. На шоссе меня грабанул один соло парень. Не-не-не, если откат есть, можно откинуть его. И отката нету. Отката нету, ребята же. Никто клип не сделает же, да, сейчас? Ты с Дальнего Востока, да? Нет, у меня 4 ночи. А, нихуя. А я, Да. проснулся и вот сижу. Я вот собирался спать пойти. Думаю, сейчас, может, поймаем на 3 опыта, прокачусь еще. Переупоты вообще есть, что ли? На 3 опыта? Ну, Да, бывает частенько. Вот в это время, когда никого нету, ловить очень... а ты на чем удобно. ездишь сейчас? На фургонах или что? Да, я за неделю до изменения купил фургон. Винтер, повезло. Я на пикапе. На пикапе нету 3 икса. Вот так. Ты в семье состоишь? Нет? А чё так? Пусть знает. Это ты вчера набирал, да? 82 человека там говорил. Не-не-не-не. Кто-то у нас тут набирал, там у него семья дальнобойщиков. Да сейчас каждая вторая семья дальнобойщиков, я посмотрел так. У него донатных машин до хрена, короче. А.
Это в натуре мало осталось дальнобойщиков, походу. Да, вот за мной едет спринтер и все, вроде пока по правой трассе еду. Больше не видел. А тебя сейчас выкидывало с игры? Нет, нет. Меня сейчас выкинуло вот недавно, минут 10 назад. Странно. Нет, сегодня за вечер у меня все хорошо, вообще ни разу не выкинуло. А. Прием, есть кто на волне? Привет. Да-да-да. Рыбачка Как пришла, да? работает? А? Рыбачка пришла. Ты рыбачила, да? Не, я не рыбачила, я уходила в другую игру. А, нет, у нас тут девушка тоже была, которая на рыбалку ходила после 9. Да, я помню, она говорила. Просидели. Я вообще целый день гоняла. Дальнобой, вот сейчас на 2 часа уходила. Че, потише стало на сервере? Да, очень тихо. Вроде, да. А ты на какой машине ездишь? Пикап, фура, тягач? Пикап. Понял. А в выходные больше Majestic коинов дают, нет? Типа на субботу, воскресенье там до 500 не поднимают? Нет, 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 нет. Понял. А то до рестарта у меня уже 5 часов уже будет, из-за этого, блядь, получу 200, а 7 будут раздавать 500, будет обидно. Не-не, 500 редко выдают какие-нибудь праздники или типа такого чего-то. А, Надеюсь, теперь будет без вылетов, раз людей поменьше стало. Меня вот недавно выкидывало, 10 минут назад выкидывало с игры. Ну, меня выкинуло, я аж как раз ушла в доту. Потому что заколебало выкидывать. Дота. Ай, бля, 2.7 же. Я провтыкал. Уху. Ну, конечно же, 6 километров будет. Ой-ой-ой.
А вот это вот людей не понимаю, которые на полной скорости заезжают на чекпоинт этот. Ой. На верхнем дальнобое перестрел, так что аккуратнее. Хуёво. Принято. Ебать. Ну так мало места тут. Бля. Надо было вот здесь подзарядиться, да? Вторая, ладно, наверное, через этот кругляк сделай немножко. Не срочный же заказ. Привет! Здорово. Что, это как пикап, да? Да, да. Ебать, охуенно, бля. Ну, удачи. С кайфом. С грузом 200 поярит. А этот, рация есть, на волну залетай к нам. Да нет рации. Сейчас куплю. Ты все семерки, волна, все семерки. Понял, спасибо. Ага. Сейчас залечу. Парня с Теслой увидел. Прорекламировал волну. Сейчас зайдет, купит рацию.
Прикольно. Надо новости написать. Тесла, блядь, он как пикап оказывается, нихуя себе. Да, да. Бля, Тесла или Кибертрак ты имеешь в виду? ну, кибертрак Тесла же, не? Ну это от Теслы, но все равно это Кибертрак. Тесла это другая машина. А, ну, блядь, не разбираюсь. У кого-то там настоящая рация говорит? Скорее всего, телек. Это у меня забагался, наверное, да? Кнопку Так, забыл. походу. Может быть такое, да. Сейчас нормально? Да. Да, все хорошо. Кибертрак, бля, по кайфу, наверное, на кибертраке, да, пикапить? Еще, блядь, 300 км на. По кайфу, если По бы кайфу. на Кибертраке автопилот работал. Вот, только хотел сказать. Но он не работает там. Да, потому что в режиме дальнобойщика-то. А так интересно, что получается быстрее едет? Кибертрак, Рам, Бенефактор. Кибертрак, Если наверное. Кибертрак быстрее, то смысл, да, на нем кататься есть. Ну, как зайдет, спросим. По-любому измерял. Аж как-то пустовато прям реально на трассе. Гружены, они все медленнее едут. Груженые, они все медленные едут? Ну, груженые все медленнее едем. На 20 км. То есть я 190 еду. Бывает, да, есть. Груженый 170. Блин, я эти большие груженные машины с фиолетовым цветом путаю с валберсовским. Есть такое. Почему-то всегда хочется увидеть там Валбери. Им для этих машин надо как в РПшке вроде добавить, чтобы свои картинки можно было на машину лепить. Там же фуру же ты этот берешь, от заказа берешь. Ты же не сам с фурой ездишь. Как я понял. Этот, не Нет, фура, а ну контейнер. машину ты имеется в виду. берешь, да, контейнер, да, но на фуру-то тоже можно налепить. А, Было бы. ну, на газельке есть вроде, да, винила. Да, вроде бы, да.
Родные скучные винилы, эксклюзивные они редкие. У кого-то там что-то написано было, типа, охранное предприятие, что ли, или что, блядь? Красное. Не знаю, не Что знаю. круто смотрелось. Кстати, дизель на 16 также 16 стоит. Регулярно не видел, но инструменты есть для починки по 2900. Ой, по 290. Спасибо, надо будет заехать. Пока не закончились эти комплекты. Воровайки все спать ушли, что ли? Тут я почитала в чате эти. Господи, объявление, это так смешно почему-то. Если вместе. Ровно Просто еще. один и тот же человек, начинающий стрелок. Двое состоятельных богатых. Да. То есть можешь не работать, да? Выйти замуж, что ли, и работать не можешь не работать. Не-не-не, меня смущает то, что он сначала пишет начинающий стрелок, а потом двое состоятельных. Не, почему? Это же имя редактора же. Номера-то разные телефонов. А, точно, господи. Да, ладно. Я додумала от одного человека уже. Тогда да, абсурдненько. А какие замуж? Мы работаем дальнобоями, все. Ай, бля. Провтыкал. Бля. Какой я медленный.
О, блядь. Ух. Кто-то в меня стрелял возле туннеля справа наверху. Только не попал. Ну, может, мелкие какие-то, они еще сидят, пока люлей не дали. Хаоль Масейна угонно Ханна и Регастани рожится со слезами от радости. Аллахай, здорово. О, я машину видел. Работаем, работаем. Дальнобойщик. На мосту 4-я АЗС стрельба. Чуть не попала. Даже больничная гауледия. Ну. Даже больничная говорили. Там найду. Так у тебя сейчас 5 часов 37 минут. Нет, бро. Нет, бро. У меня сейчас 8:38. Ты 7 часов уже, а я 6 часов говорил. You know? Хасчао станул Лиса ЛДГН рожится со слезами от радости. А вот 1,5 часа уже стрим. Сегодня, конечно, планы жесткие. Планы жесткие, которые я хочу сделать, но, скорее всего, не доделаю, потому что 330 очков это много. Если бы я добавки купить, в принципе, Блять, я в ментов только что въехалась и половину снесла. бегли, страйк. Ну, типа того, да. Я подумал, Получается, на въезде на правую трассу стоят с города. жестко стрим добубун, клавиатура Нхарердыл. Они там стопнули, как раз таки, по-моему, пикап. W кнопка пока не закончилась. Не, бро, ты ошибся, я с Якутии. Я же твой сосед. Вот здесь с тюрьмы какого-то дальнобоя убили. Это что, побег из тюрьмы? Походу, с автомата убили и стрелял он. В меня еще стрелял. И в тюрьму стрелял.
Неадекват какой-то, походу. А как чистятся люди после блата? Просто по мере нарушений их или их потом как-то всех увольняют? Не знаю. Ну там, скорее всего, по-любому нарушения какие-то делают. Там что-то не Ну, это делают, понятно, штрафы но- и все. Ну, типа оставляют тех, которые не попадались. Ну, типа Просто того, в наверное. чате на киргизском написано. Нет, это на якутском, бро. В чате. Для готовки дом нужен? Да, и мебель, походу. Грустно. Ой. Google выдал, что это киргизский. Не, бро, это якутский. Мне вот интересно, пока такой актив на этих, на ферме, кто-нибудь кустики выращивает? Весь день выращивают их. Не, просто там же мировой квест на эти, на продукты. Он не Как- нужен. такого гриля интересно Барбекю выращивают, надо нет? купить для Здесь готовки. я просто что-то как-то не замечала. Хуй знает. Так, дом не нужен, барбекю надо купить для готовки. Просто ментам А. как будто бы всех обходить, они охреневают, мне кажется. Тут этот, барбекю, говорят, купить надо для готовки. Этот гриль с этого, как его, с магазина. Но там, Его можно будет ставить где угодно, я да, понимаю. и только мясо покупай, потому что там по штукам можно. А если рыбу будешь готовить, там 1000 штук надо. Ну, килограмм, короче. Ну, если рыбачить и готовить, в принципе, то неплохо. Ну да, Вот да, такой да, да. самый пик. Да, верно. А почему я именно про готовку спросила? Что там, задание есть какое-то? Мне просто интересно стало, как это работает здесь. А, Я бы, конечно, хотела еще гоночки повозить, но сейчас это как-то опасно с тем. Активный сервер. м. Кстати, я буду брать сегодня. Опа! Yes! Только про рыбалку сказали, вон, рыболов ищет семью. Я вчера, кстати, там девушка говорила, что когда вакханалия начинается с 3, да, она идет рыбачить. Я тоже вчера ушел на рыбалку. И второй ранг уже апнул. В принципе, норм. А где взять лицензию на рыбалку? В этом, в Мелии. Но когда я брал, там в этом был, где, ну, на месте, на рыбалке была, короче. Ага. Ну, надо будет сгонять, взять и позаниматься тоже, потому что сегодня днем это был просто кромешный ад возить. Особенно сегодня. А завтра так вообще будет жесть, потому что выходные.
Для готовки ей надо на Хоть факультет некоторые кулинарии школьники на 7-дневке, но пройти все равно обучение. будет. Как-то, думаю, жестко все равно. Тебе надо еще для готовки пройти факультет кулинарии, обучение. Ага. То есть, если хорошие там какие-то блюда хочешь делать. А где это делается? Не знаю. Ну, где-то есть. Ну, я потом посмотрю, кто-нибудь Э, видос сможет. Учебник какой-то есть, должен быть. Ай, блядь! Сейчас факультеты со скидкой. Сейчас факультеты со скидкой. Сколько молочные коктейли стоят в магазине именно обычном? В обычном магазине я не видел, что продаются, а так я всегда в маркетплейсе покупаю. Они продаются где-то в баре, по-моему, если не ошибаюсь. Вот только вот сколько они там стоят, я не помню. Ты хочешь их крафтить или что? Не, я хочу их пить, купить. Они удобны для употребления. Ну, я ЕМС беру, американский ЕРП этот. Он 100 дает еды и 100 воды. И 1300-1400 в маркете стоит. В Озоне или Wildberries. По мне так Университет дорого есть тратить в на городе. эти, на армейские. Там И именно я пойдешь. лучше закуплю Сидой, да и Клиент все. там будет Она подешевле. Я вот покупаю, получается, пончики и молочные коктейли. И пончики мало занимают места, и норм. Ой, да бля. Да ёбаный в рот. Как приятно, что не надо бороться за заказы, которые стоят чуть больше 2000, потому что даже их забирали. Даже 1 XP? Я 2 XP хочу брать. Блять, штраф. А ты что, на чем ездишь? Какой штраф? Рам. модели и пончики. Ничего Давно себе. есть на рынке. А еще где-то на карте есть кафешка. Я в семье состою, у них взяла. А так у меня ничего. Аккаунту неделя. Это семья, которая вчера набиралась здесь, да? По рации. Угу. Которая Нет, это- сегодня. Сегодня утром. Ну, для меня вчера. Ну да, считай вчера. Просто я уже проснулся. У меня 8:49. А, удобно. У меня 2 часа. Ну вот. Коктейли, пончики есть на рынке, а еще где-то на карте есть кафешка. Это человек, который мне дал бенефактор за $500 в аренду на 6 часов, вот, мне взял к себе в семью. За сегодня практически 2-й ранг капнула. Найс. Хорошо, хорошо. Тут не слышно меня, да? Плохо, вот когда планшет открытый, не слышит оппонент твой. Я вот теперь думаю, стоит ли тратить деньги на пикап, может сразу фургон себе купить, как докачаюсь, все равно на семейных катаюсь в машинах пока. Так, подожди, блядь.
Ну давай, бля, ловись. А шо, бля? Эс! Эс! Ух! Плохо, что когда в планшете, он не это, рация не работает, ни голос, ни рация. А зачем тебе покупать фургон, если в семье есть фургон? Не, в семье фургонов нет пока. А, да? Ну пока Ну, ты вроде бы нет. до 4 пока докачаешься, будет фургон. Сейчас как будто меня стопнут, у меня чуйка. Дядя, бля. Это ты налево повернула? А, нет, пронесло. Да. А я вот тоже налево, только в сторону этого поехал. Палета. Блин, мне заправиться надо, у меня что-то уже как-то быстро съелось. У Рама дизель или что? А, у Рама плюс. Второй. Ну, все говорят, что фургоны лучше этого донатные брать. Ну, донатные, я думаю, продаются на маркете, так что можно Нет, и вроде. накопить деньгами. Вроде донатные вообще не продаются на маркете. Никакой из донатных вроде не продается на маркете. Ну, могу ошибаться, я вот 5-й день только играю. Донатные же машины не продаются же в маркете, правильно? Заебаль, блядь. Даха.з. На Маджестике все продается вроде. Но некоторые есть бешеные налоги с продажи. Вот сейчас зайдем в Marketplace и посмотрим. Любой донатный. Ты, пожалуйста, GTA-шник, можешь, как сказать, подготовиться и найти имена донатных. Я просто честно не знаю, какие именно донатные. Ну, как называются они, чтобы нам поискать в Marketplace по имени. Speedrunner, да, вроде бы? Это... Бенефактор есть на маркете. Сколько Это стоит? этот, фургон, именно бенефактор. Это донатный. И На сколько маркете стоит? есть, нашла.
Блин, не запомнила, сейчас гляну, секунду. Бенефактор вот сколько стоит на этом, ребята, чат? Магазин доната. Так нажми F2 больше, чем магазин, больше, чем транспорт. И сам увидишь Нет, все я названия. попутала, это не донатный. Просто начинался так же. Я сейчас чекну, сейчас я доеду и... Так, нажми F2, магазин, транспорт, сам... окей. Сейчас. Блядь. Ой. Сейчас. Вот какая теперь выгодная ЗС возле 7-й одежды, прям Бенефактор Руннер. сочненько, там где сдается дальнобойский заказ. Очень удобненько. Я думаю, там у них прибыль хорошо подросла после того, как дальнобои вышли. Нету. Не, нету донатных. Раннер. Да. Я уже поняла, тоже проверила. Ну, что, может еще появится. Вряд ли. Я думаю, в цене они прям и будут. Поэтому вряд ли получится их сразу купить так. Блин, ну 5 километров, ладно, поехали. Ради 3 XP поеду. Ну если начнут даже продаваться, ну по-любому не успеем, нахуй. Там люди будут уже. С тем, как сломана здесь экономика, то да. А вот это вот заверты фургон, говорят, вообще голяк. Ну, блин. Просто фургоны больше приносят, чем пикапы.
накопишь маджиков? Я не накоплю. Вон, реклама вышла. Ищу мужа крутого, богатого. Клево. Вот это я понимаю. Вот так надо зарабатывать. Да, быка за рога сразу. Нахуй, блядь, ездить туда-сюда. Не, ну чё, я сегодня прям хорошо нафармила по деньгам. Учитывая то, что у меня ни хрена не было, абсолютно. А Я сколько? себе и одежду еще прикупила. Блин, да за сегодня, наверное, больше сотки я нафармила. Минус Пытаюсь. одежда, да? Ну, да, минус одежда. Ага. Но сейчас у меня, в общем, короче, 15 тысяч на руках, 16 практически, и 250 на карте. Хорошо, нормально. Не накоплю GTA-шных. Точняк говорю. Прям у меня хрупкий заказ, ребят. Календарь, дате, ведь Ну проходишь. так вот, в общем, это, считай, практически все нафармлено за сегодня. Ну, может, лежало у меня где-то 1080 до того, как я сегодня зашла. Так что за сегодня это прям офигеть. С учетом того, что я гоняю только на пикапах. Тем более хороший пикап еще. А не вот Да, этот и медленный, можно как у нас. спокойно брать даже не это какого, не близкие, а хрен знает где, и успеваешь прекрасно. Календарь ведь проходишь, а там кейсы. На кейсы ничего не упадет мне. С кейсов тачка выпадет 1000 за 5 маджиков звездочек. Ха. Просто если так подумать, Попытка хорошая. я за 2 выезда, ну это получается плюс-минус минут 18-20, вот, получаю выплату фракции за час, ну ту же зэпку, которую получают люди. А сколько там процентов? Стоп, подожди, я путаю с РПшкой. В РПшке там, по-моему, 4 косаря с чем-то каждый час. Я, блин, объявление выставила на волне дальнобоев, оно только не показалось, я в офиге. Там Насколько долго? Я тоже подавал, там 30 очереди было. Ну, 30-м был. Оказывается, на рацию слышно, что говоришь. Чел ко мне подбежал такой, типа, а чё ты деньги там какие-то считаешь? Я говорю, да, делюсь тут по рации Да-да-да, это заработком слышно. за день. И он такой мне, нихуя, за день типа заработал. Бля. Такой, это нечестно.
А что он там делает сам? Ну, вообще, я как поняла, он либо с крайма, либо что-то такое. Ну, короче, с пушкой гоняет. Такой мне говорит, что я до пятого ранга качнулся. Вот. И если бы меня стопнули, то просто в жбан бы получили. Что-то такое. А можно как-то сформированное объявление? Ладно, сейчас я довезу. У меня, кстати, перегруз. Можно ли сформированное объявление в этом, ну, которое над картой, продвинуть его? Как перед тем, как его создавать? Типа, если оно уже создано, можно ли доплатить и Да, в да, очереди, да. чтобы его Да, публиковали? там есть доплата. Ну, сейчас я довезу тогда. Ну, там, докину. бля, так нормально так-то. Нет, не уже созданного, а только когда новые делаешь. Когда новую. А, блин, уже созданы просто, если бы можно было, вообще бы идеально было. Ща подождіть мене. Буде з мене смішно. Я что-то погорячилась, кстати. Мне не бенефактор дали, а бравада сегодня. Что-то я попутала. Бенефактор это шестиколесное чудо. Мгм. У меня тоже этот перегруз. Все, едем на очке. Там ментов не было. Но я по правой еду, пока не вижу никого. Передо мной едут. У меня тоже, походу, маршрут по правой будет сейчас. Возле казино еду. Там аккуратнее, прям, типа, посередине толпа машин и хрен объедешь. Возле казино? Ближе к Сэндику. А, Не, понял. ближе к Сэндику. Я довезла. Надо на банкомат сходить, блядь, деньги положить. Все, короче, я создала еще одну. Я считаю, я наездила сегодня на эту сумму. Можно было бы и кидануть. Ну там, бля, дохуя так-то для без очереди. Ну, 8 тысяч. Ну, что-то мне жаба давит, нахуй, бля. Но если еще этот, как его, редактор не спит, даже ночь же. Да, вроде ж выходят эти оповещения потихоньку. Аля. Мне вот интересно. Кстати, есть, короче, место, где врезалось чуть-чуть, где, получается, навигатор ведет через двойную сплошную. Вот.
И по сути, ты в любом случае выезжаешь на встречку. Если там менты встанут, они спокойно могут стопать, постоянно там. Ну тут вроде про эти дорожные эти никто смотрит. Нет, ну выезд на этот и езда по встречке. Езда по встречке есть. На это ни разу не попадался и не видел. Я в казино всегда по встречке ебашу нахуй. Отцу, если с этого, с деревни в город еду через казино, блядь. Ну вот знаешь, что сажают езду по встречке и... Точнее, пишут штраф, если ты его не оплачиваешь, то... В общем, сажают. Парни, подойдите до плеча, пожалуйста. Буквально на днях столкнулись просто. Парни, до плеча подбросите. Комиссия огромная. Опа, ай, бля. Думал, повезло фраеру. 0-3, блядь. А, сука! А, сука! Нажимаю же! Этот забрал, что ли? На 6 далеко. Эс. Блять. Надо на ютубе посмотреть, как быстрее ловить заказы, блядь. Что за хуйня она? Для этого сенсорный экран нужен. Вот так вот. Блядь. Сука, я мышку отпустил только. Офигеть, впервые вижу, что на пункте выдачи никого нет. Бля, далеко опять. Yes! Что-то я долго, блядь, в планшете просидел. Раз искал. Я просто беру самый дорогой из ближайших. А, не, я 2 XP. Да мне просто надоело. Мне легче быстрее туда-сюда смотаться, чем ждать дополнительные 5 минут.
Так, тут дерутся же, да, жестко. Пробуем ехать или нахуй? Пробуем, да? Машину сломают, наверное, блин. Или так вот, по навигатору поедем. Ладно, попробуем. Вот здесь вот же стрелялись же, когда я сюда ехал. О. Ой, мертвец лежит уже. Дальнобойщик. Вон там вот наверху стреляются. Мне надо заправиться. Пойдем. О! Бля, срочный заказ. На заправку успеем заехать, нет? Я сдохла немножечко. Так, вырезалось что ли? Про ремень забыла. Причем я все время пристегивала и сейчас забыла. Вот это все удобство. Удобство этого слепит человека. Но если честно, да, рам быстрый, да, прикольно, но управляется он капец как тяжело. Он просто неуправляемый на скорости. Да? Типа, у него зацеп маленький, любой поворот может тебя развернуть сильный. И схватит. Ну тяжелый, значит, да, сам? Это
Но он тяжелый, да. Плюс, если ты, получается, поворачиваешь с тормозом, то он не поворачивает. То есть тут надо приноровиться еще повернуть как-то. Я вот все равно все еще пытаюсь им управлять. По мне так. Бля, мне маркетплейс надо. И заправиться надо. Бля, дел дохуища, оказывается, стало. Резко. Он просто с места рвет, как ненормальный. Зато заказ задаешь быстрее всех. Получается так. А я 170, 160 еду. Мне вот интересно попробовать потом будет качнуть. Я как понимаю, для этого нужен скилл качнуть групповой. Семерки. Все в семерке дальнобой. даже. То есть в группе дальнобоить. Фургон, Интересно, как фургон. это и как распределяться будет. Не, это, кстати, на фургоне разве? Я думала, это на пикапе тоже есть. Не, на пикапе нету. Там именно в группе, не конвой. Нет, ты если То конвой есть группа, прокачаешь, да. то можешь только в конвое. Недальнобойщику можно присоединяться к Да. эфиру. Да просто Короче, ну, невыгодная посиди, штука, попизди. если подумать. Главное без этого. Без Как такого. интересно без воды. распределяется цена. Я видосы видел, короче, там так же. Тогда смысл от него? Там, короче, лидер выбирает задачу, ну, загрузку, да? Вот, и все едут по этой метке. Ладно, чё. Вот, короче, это сделали так, чтобы разгрузить очереди. Мы же ловим же каждый, да? То есть ты пикапщик, я пикапщик. И мы ловим одни и те же задания. Ну да. А если мы в конвое будем, там, на фургонах, там, 3-4... Нам одно нужно будет. Да, для только одно нужно, этих, ага. Я понимаю. И XP и бабки у всех одинаковые. Но может быть, что какому-то человеку одному из 4 упадет перегруз. Аламай кунсыламына. Мегаджек, здорово, бро. Ну, это понятно. Самое интересное, что они будут задерживать конвой, а задержат только его. Но из 4-то может кто-то уехать, тот, кто этот, как его, с перегрузом, а без перегруза они остановятся. Мегаджек, информацию про Москву что-нибудь слышно? Нет, знаешь, там, ну, ЖБ информацию, то есть выйдет, не выйдет. Вот думаю, вливаться сюда или уже на Москву вливаться. Поехал заправляться, короче. Да, я тоже сейчас парочку еще довезу, наверное, и все. Что-то не зашел твой кибертрак. Да, походу забыл, блин. А, на дороге его встретил. Декабрга Тахсардия Битереди. Бригада. Октябрь, ноябрь, декабрь.
будет смешно, если вот сегодня меня ни разу не... Ну, вчера, точнее, уже. Меня ни разу не стопали, я такая, когда меня стопнут. И завтра весь день меня будут стопать. В последнее время они начинают агасту. Они понимают, что это выгодно просто. Опять какое-то месиво в палетке. Вот каждый раз в палетку приезжаю, тут какое-то месиво происходит. Тут кого-то стреляет. А самое жуткое месиво всегда в этом же. Где это завод возле фермы напротив. Там на поле всегда какие-то эти драки, стрельбы. Ну там да, там постоянно, но что-то вот в палетку прям зачастило. Что-то стрельба частенько сейчас. Шерифов что-то пустовато. Трисел Москва Неонарбуттер Мажестик. 3 года делали, да. Как грибы светятся в ночи. А там Москва будет или чисто вот так вот Ты будет, думаешь, что это типа за хрень у деревьев? Нью-Йорк, Бостон и карта одна. Или там Москва карты. Москва РБ мягкий знак Ильха. Yes, anaha untuk buta kan? Ada. Москва карта долго батлерни? Чересчур где? Эй. Карта Таулаутан Улатан и Ну, короче, за сегодняшний день на Камаче я насобирала себе с маркета. Так что если из семьи выгонят, купить могу. А, бля, пушки. Это дороговатое. Диктор Эмиекор. МТейк, что это такое МТейк? А ты этот, Стейк. стейк? А. Он тоже сотку дает, да? Умение сделаешь пикап или копишь до фургона? Пока нет, не делаю, но я так посмотрела, его стоит качнуть хотя бы до этого, скажи мне, где опыт больше дается. И потом, если все еще на пикапах буду кататься, можно качнуть хрупкие и быстрые. 1700 тандури. Ну бизнес заказы 100 еще дают, можно да? качнуть. 100 дают? Ну тогда Там я этот... потом в калькуляторе посчитаю, сколько надо будет, да, потрачу. Я тогда тебе скажу, что Камачо не подойдет сразу. Потому что у меня Камачо был, и я качнул эти срочные заказы и хрупкие заказы. А там
Вес, короче, 0,50, 0,48 вес. 70 бураван в мягкий знак А этот Камачо 0,40 только берет. То есть ты сидишь, ждешь. Хрупкие и срочные не падают на Камачо. Короче, надо копить на свой рам, я поняла. Для этого я контендер взял вот сейчас на контендере в Эпиде. 280 покупал с Marketplace. Так, это он... А, нет, 70 нет, не хочу 70. Вот сотка. Вот. РПшка МРЕ 2000 стоит, сотку дает, в принципе. Мне, оказывается, хватает, бро. Бля, бинты не взял. А! $68, нормально. Ну, уже 330. Попит контендер? Да. Ничего Хочешь себе. лайфхак? Выставляй на продажу и катайся на нем. Потом Походу себе так. перекупишь. И новый куплю просто, и он дешевле, наверное, выйдет. Но там продаются полные ТФТ. Например, Камачо, он этот новый покупаешь, и когда тюнишь его, он дешевле выходит, чем на маркетплейсе. Да, знаю, но это сделано наценка просто, чтобы, во-первых, тебе плюс что-то пришел, а во-вторых, ты не едешь, не катаешься, сразу покупаешь. В этом прикол. Ну и вот этот контендер, наверное, тоже можно так посмотреть. В принципе, наверное, 200, где-то 280 и выходит. Кто-нибудь Вот знает, будет ребят, тебе, информацию? получается, плюс все Навар, равно да? выход. Ну, там сейчас 330, можешь поставить просто за 320 и написать в комментариях, что 310 минимум. Я думаю, норм будет. Ну, либо не писать в комментариях, а просто отвечать на звонки, если кто-то звонить будет, говорить, что 310 минка. Бля, я боюсь, что до рестарта я не смогу продать там. S5 же. Опять тратить там, снимать с объявления, потом тратить на еще выставление папки. Рестарта чего? Сервера? В смысле, будет рестарт сервера? Да, в 6 утра. А почему? Каждое 6 утра рестарт идет. А, ты имеешь в виду функционал рестарт? Я думала, рестарт вообще полноценный, типа как с нуля. Знаешь, как А, не. в этих делают, в песочницах обычно. Вайп. Дальнобойщикам дальнобойщикам привет. Привет, привет. Это кто? Это адвокат зашел? Ни гвоздя, ни жезла. ГТАшник. А, ГТАшник, понял. Дики Флетчер, ден сайдбар, он нас валката автогандарым барата сурулысы жар. Да, мүгінчік көрен беран да, бағалыста. По-братски. Мен, блин, альтап бататақ бұна ютубка стримім қаран қалыға. Олеген. Альтап исканар бұны ең құттан абын вообще. Если доступ есть к интернету, если нет, то это уже потом посмотрим. Рестарт как говорю вам. Перед трубами под развязкой стоит пилицей. Работает или просто отдыхает? Ну, он не докопался до меня, но
машина стоит заведенная. Может, в АФК сидит. Я не подъезжала, не уточняла. Блин, может по приколу доколебаться до милиции с грузом, типа, вы столько меня собираетесь сегодня? Нет, вопит контендерден. Контендер. Вопит контендер. Вот я сейчас еду, смотрю на номер на машине, который ударенный, и понимаю, что его не видно. Вот если РП отыгрывать, то мне вообще штрафы не должны приходить. Какого хрена? А спереди номера у этой машины нет. А этот, кстати, вопрос возник. Вы задание берете у этих? У дальнобойщиков, у лесорубов? У дальнобоя беру, да. Я вот сегодня только взял. Ну, на них можно раз в день же брать. В то же время, которое я брал. Ну, или после. 59 400. А сам сколько стоит? Где мое объявление, что 8 косарей заплатила зря? Там же уведомление приходит, типа, ваше рассмотрено объявление, что-то там. Просто оно должно быть в приоритете фаст. Как-то ему пофиг на то, что оно фаст. Блять, как можно не войти нахуй? Пошел, блядь, ты чё, сука? Все, добиваю 65 тысяч. И все на сегодня. Госцена 160 тысяч. 160 тысяч плюс Чтобы у меня 59. было ровненько 265. 200. Я не верю, что госцена 160 тысяч. Камачи 204 тысячи. Все равно смущает меня эта разметка здесь. Что за дебильная разметка? Типа она дает повернуть только направо, по сути. А навигатор налево здесь всегда ведет. Навигатор, значит, не прав. Ну, так прикол-то в том, что все равно это навигатор в GTA-шке обычно. То есть, по сути, разрабы это не додумали. Сайт КНН на DND. Да? Нихуя? То есть- Если бы он вел направо, а там уже разворот, тогда да, я бы ничего не сказала, да. Короче, мне информация пришла. Вопит контендер, который, как у меня, который ты говорила, это 330, да, стоит? Ну, на маркете, да, сейчас 330. Короче, с магазина, если покупать нулевую, с гарантией 160 выходит тысяч, плюс FT выходит 59 400.
И плюс 2 косаря за номера. Ну, 3 Ну, косаря. блин, да. 3500 там выходит. Регистрация и... И отвертку не забудь. Четвёртый. Ну вот, короче, 160 и 60 это сколько? 220. 220. Нихуя себе навар. Ну вот, прикинь, Походу- сотку люди наваривают. Походу я бизнесменом хочу стать. По перекупам ты хочешь Да. стать бизнесменом. Это так не называется. Я после рестарта Не, ебашу. звучит, конечно, солидно. А, нет, я сейчас выставлю, значит, все нахуй. Хули тут. После рестарта я его удалю, а потом заново ставлю. Все, сотку навариваюсь на нем. И не, ну бы и нет. Ну пока да, стоят там за 300, почему бы нет вообще? Если бы там стояли за чуть-чуть больше, чем ты потратил там на 10 тысяч, то смысла особо нет. Ну 10 тысяч, конечно, тоже неплохо, но все равно особо нет. А сотка уже стоит потраченного времени туда-сюда покататься и выставить. Я просто видела, так делали с Камачи, видимо, перешла эпоха на другие машины. Да, Там, получается, Камачи стоил... Камачи стоил в маркетплейсе 270, а получается, или 280, вот. Ты его покупаешь за 208 и втащишь за 50, что ли. Ну, короче, 260 получается, что ли, или что-то такое. Вот, сейчас он стоит 260. А, нет, не 50 на него надо, на него меньше надо. Ну, короче, прибыль была то ли 20, то ли 30 тысяч. Вот, 260 он с тюнингом стоил, или 265. ты тратить на него. Ну вот он 205 стоит и 60 на тюнинг. А, тогда сейчас невыгодно люди продают. Ну потому что все уже этого избавляются. Я, например, свой Камачо за 264 продал. Дядя, бля! Что за хуйня, бля?
Прием. Да-да-да. Меня немножко стукнули. Я тоже еле. Вот теперь я могу ложиться спать чистой душой. Меня за сегодня стопнули. А, нет, получается, меня за сегодня стопнули, за вчера не стопали. Вот черт. Это не проходит тогда. Самое интересное, что с моей удачей меня бесполезно стопать. Мне настолько редко выпадает перегруз. Ай, бля. Нажал же. А, кстати, менты там прям перед сдачей катаются в городе. Вот, и стопают прям перед сдачей. А, подождите. А где именно перед городом? В городе, то есть. Сейчас скажу. Секунду. А, я хочу же подать контендер. Контендер. Ой, я нечаянно в этот в голос говорила. Где-то между Мегамолом, заводом, где-то вот в том районе они катаются, стопают рядом и там, где сдается, получается. Ну, они не, получается, ниже в городе катаются и там стопают. В центральный не ездили, думаю, они. Ну, удобно, конечно, когда ты нашел место, где сдают, ты сидишь, блядь, на нем дрочишь. Вообще, по сути, наказания нет никакого, если перед лицом сдавать у них, даже если тебя стопнули. Если они не успели откинуть 2 мегафона, то можно, в принципе, спокойно сдавать. То есть тебе даже не предъявят неподчинение. Я выставил. Выставил. Объяву.
Чего-чего? Объявление выставил. За 320. У нас теперь висит 3. Одно фаст, которое не фаст. Одно такое обычное мое. И вот ты выставил. Ну так далеко, бля. Что-нибудь поближе есть? Ой, yes. Охуенную словил, охуенную словил. Братишки. Три хп, 3 XP бы ловить бы. Ну, блядь. Ой. Так, машину надо отремонтировать, чтобы она не взорвалась у меня. То я машину не смогу сетовать. Как я... Ай, блядь, так вот. А тут заспавнить не смогу, потому что она у меня на маркете висит. Менты рядом. Менты рядом остановились на ферме. Я загружаюсь только. Ну, кстати, на месте загрузки тоже логично ловить. Мне так... Сразу так хлоп. А вообще можно так это насолить кому-то жестко, если вместе сидишь в каком-нибудь ДСе. Вот. Другим передал, они и там хлопнули его дальше, еще дальше его хлопнули, и человек не доехал просто. А, вроде защиты же есть, не? То есть один раз если хлопнули, то 5 минут что ли. Но они ж не могут якобы знать, знаешь, если ты проехал по трассе какое-то определенное количество км, то они ж не могут знать, следующие полицейские стопили тебя или нет. А, тут этот пострадавший говорит, типа, меня уже стопали. Они что-то там у себя спрашивают. А потом говорят, уезжайте. Типа. Вроде так работает. В плане у себя спрашивают. Ну, спецсвязи у себя, типа, такой-то, такой-то. Не-не-не, они обыскивают груз, у них там типа мини-игра, надо звезды клацать. И у тебя потом показывается, что у тебя с документами, то есть у тебя груз проверяют. И я как раз сейчас с копами разговаривала по этому поводу, говорю, типа, странно, что вам ничего не дали. Вот. Чтобы, ну, никаких, господи, как это называется, на обыск ордеров, ничего такого не дали. Он говорит мне такой, ну сейчас в связи с появлением дальнобойщиков получается массовая проверка, ну, перегрузов. Я говорю, а постановление должно же быть на такую вещь? Молчание в ответ. Короче, если их прям душить, они не отдефуются, только если нарушают. Просто я не знаю, почему, правда, им не добавили никакого функционала, это очень странно. То есть они, по сути, доколебываются рандомно. Ну да. Если бы им дали хотя бы запрос какой-нибудь на, там, прилетал бы какой-то запрос, если, ну, короче, я лежу, смотрю, он спрашивал админов, можно ли сделать такую вещь, извиняюсь,
извиняюсь, я не поняла, куда я приехала. Вот, можно ли сделать такую вещь, как с угонками? То есть будет приходить им вот такая машина была замечена с перегрузом и тому подобное. Вот, админы сказали, что не будут этого делать, потому что это человая работа, якобы, вот. Но Фибам, господи, ЛСПДшникам и шерифам фибышни работают по трафик-стопу, по дорожному. Вот. Им особо непонятно, как это делать по РП. То есть ты просто буквально стопаешь машину ни за что. То есть для того, чтобы остановить машину, должно быть основание. Требование к остановке должно быть основание, а у них никакого нет. То есть ни ордера, ничего на твою машину у них нет, по сути. Там вроде Знаешь, как они меня сами вербовали знают. в ГОСТ? Чего? Я говорю, я законы, говорю, не знаю. Вербуют меня в ГОСТ, я говорю, я законы не знаю. Что я там буду делать? А пофигу, мы по беспределу. Еще и дубинка, говорит, сверху огреем. Да, там Вот это так нормально вот. сейчас. Тем более там были дни блата, поэтому там сейчас все, особенно школьники, вообще не парятся. Но все равно можно спокойно откидывать людей за нон-РП. Тупо на форум пишешь, и их откидывают. Так на форуме сколько твоя заявка будет рассматриваться? Один Она на отзвонил, самом деле недолго рассматривается, я тебе так скажу. ну не факт, что с первого раза ты прям в яблочко попадешь. Один скажет, да он нормально все сделал. Ты на этого нужно пожаловаться. Не, ну Потом на когда у другого, тебя на явное третьего. нарушение, допустим, вот у моего друга получилось так, что его стопнули за то, что он пересек, он двигался по встречной полосе. Соответственно, его стопнули, хотели выписать штраф, у него не было денег, и он не смог платить. Его кафнули и увезли. И человек не стал осуществлять его право на адвоката, хотя тот говорил, что мне нужен адвокат. Соответственно, поэтому можно кинуть на форум, и такие заявки спокойно рассматриваются и откидывают. Тут, понимаешь, степени нарушения прикол. Тебе пизда, стример. Почему мне пизда? Беги. Поэтому очень странно, что не сделали по дальнобоям отдельную какую-то штуку, функционал для гостников. Ну ладно, нет, функционал для гостников сделали, это вот эта проверка со звездочками, которые они клацают. Но функционал, который ведет к этому функционалу, его по сути нет. Они стопают за ни за что. И у них единственный там метод, который может быть, если думать так по РП, который они могут стопнуть, это смотреть за другими нарушениями и стопать за другие нарушения. А после этого уже, соответственно, проверять транспортное средство, потому что там перевозится что-то. Ну, либо иметь какую-то, либо эту... документик, короче, любой, который позволяет это делать. Жестко. Скоро медиа-партнером будем, бля, охуеем нахуй. Место. Баска. Бин. Здорово. Я сказал, поймаю тебя. А! Поехали. Давай, пристегивайся, короче. Ты этот, крайм, да? Да, Ты да. крайм? Ну, значит, можешь убивать, да, правильно? Да, конечно. Ну все тогда, поехали. Ощущаю себя гиперумной по этому, по РП и по всяким законам, но я вообще их не читала и знаю только по
определенным моментам, которых видела когда-либо. Вот. Да и по РП, считай, 0. Да, мне тоже после онлайна очень тяжко здесь разбираться во всем этом, понимать это все. Ну, мне попроще единственное, потому что я видосов посмотрела много. Вот. Это помогает. Прям помогает. Сейчас, если менты остановят, короче, сразу убиваешь, Да, без видишь, тут разбора. еще от На сервера седьмом к баре серверу разнятся законы. Ну да, есть такое. Но они не сильно там разнятся, и это уже знать надо тем, кто с ними полноценно работает. Адвокатом, прокурором, гостником. Нам-то просто надо хоть немножко уметь защищать себя, так сказать. А можно сделать, кстати, организацию, да? Охрана нахуй, бля. Ну а что тут уметь? Вот смотри, я закладки катаю, угловки катаю. Что тут уметь? Тут просто все попался, и давайся, лапа бьет. Да нет, там есть методы. Но просто рассмотрят ли этот твой метод, ну точнее, нарушение как нарушение с определенными методами, вот это уже другой вопрос. Когда это какой-нибудь медиа, который снимает, и у него за ним админ прикреплен, это вообще другое дело. А когда ты просто гражданин, то хоть что-то там выкобенивайся, все равно отсидишь свое. Да-да, медийкам попроще. Слушай, конкурент, походу. А главное, самому еще не накалять, чтобы поменьше срок давали, и все. Ну да, надо думать просто, ну, как после Миранда Чё фигню уёбище? всякую не нести. Чё, Ебать ты мразь, конченый. Ну и следить за тем, чтобы тебе права твои реализовывали, потому что вот как произошло с другом, это, за это спокойно можно залить. Чё, мочканул, что ли? Причем можно написать обращение еще перед, то есть если человек говорит там «я подумаю» или «тебе он не нужен», вот, ну, выеживается простым словом, можно позвать админа, чтобы он последил, если последит, сразу увидит, может откинуть. Походу нас посадят сейчас, нахуй. Вместе с новым другом. Сейчас заказ заберем, уедем сразу. Ну, конечно, очень много крайма, которые злоупотребляют вот этим вот, позвать админа, потянуть время, вынудить человека что-то нарушить, вот, для того, чтобы... Я думаю, То есть- стоит вызывать админа, когда уже оскорбления конкретные, там, ну, слишком предвзято себя ведет человек. Админа, Тогда если стоит, оскорбление родных, это бан, если что. То есть админа сразу можно вызывать, если оскорбление родных. Нет, просто я к тому, что есть ситуации, допустим, а что я вспомнить бы такое смотрела? Ну вот, когда похитка, и люди специально, получается, проводят эту похитку, проводят действия с человеком, он отказывается, ну то есть ему говорят там поднимите руки, руки поднял, дают 3 секунды, он не поднимает руки, его застреливают, зовут админа, ждут пока админ прилетит, ресуют его, тот повторяет то же самое и его откидывают, то есть, Ну, считай естественно, злоупотребление. это прям элементарно. Это даже я, как дилетант, могу понять, что не стоит перегибать. Тебе сказали, все, ты в реале себя ощути просто, как это будет выглядеть. Не, я к
к тому, что как пользуются вот этим вот позвать админа по-дебильному. Я бы сказала не по-дебильному, по-ублюдски. Может быть, даже не по-дебильному, даже умно, но вот насколько это нормально на моральном уровне, хз. Кстати, еще, ну только это из GTA RP, это другой сервер. Вот, я не знаю, есть ли такие правила здесь. Но там прикол в том, что гостникам нельзя вести задержанных к банкоматам. И получается, некоторые умные люди вызывают админа и говорят, давай я дам взятку. Вот, и у меня столько нет денег наличкой, вези меня к банкомату, и за это их откидывают. Вот такие дела. Нет, здесь по правилам разрешается. У тебя элементарная ситуация, штраф ты не можешь оплатить, нет наличности, а на карте есть. И тебя обязаны доставить к банкомату. Вот даже Подожди-ка, такая я не вот слышу, у меня ситуация рация бывает. говорит. Ну, я как понимаю, там прописано, что это за все-таки за взятку. Может, это в правилах сервера написано, а не в правилах Возможно. кодекса я врезалась. На тоже. 5 РП сразу вот, я не буду платить штраф, у меня нет денег. Что сказал, я рацию выключил. Здорово. Все, удачи тебе. Давай, бро. Уебываем, блядь. Да ты жесткий нахуй человек. Точнее даже, потому что даже в жизни так. Я бы сказал, это Похуй, даже далеко от по реальности. всем стреляет, Ну, да. что такое? Вот все, ты в реальности Вот это вот попал краем. на трассе, и что, все, Да, с я другого понял. города пешком идти? Или в тюрьму уехал, да? Ну да, такси вызывай. Не, ну эвакуировать могут, допустим, если ты припарканулся неправильно, но все равно, А, у меня же хрупкий закажу еще. ну в реальности я имею в виду. Могут же эвакуировать за то, что парканулся неправильно, и ты достанешься. Но в реальности это как-то ощущается немножко не так. Потому что это работает только с эвакуацией. Вот. А не просто, что тебя менты остановили и такие, ну все, иди пешком. Так вот я и говорю, с того момента, как появились вот эти вот штрафы в реале, что можешь через месяц там оплатить, главное не затягивай, а то будет это, пеня расти, капать там. Ну да. И все, я на принцип, вот, все, они смотрят на меня, глаза моргают, что даже 100 рублей не дашь за ремень. Я говорю, нет, у меня все, и штрафы теперь в кредит. Вот почему бы не сделать такую систему было на GTA RP, я хз. На Majestic RP, извиняюсь. Тут же где-то есть же, типа штрафы надо платить где-то. Не, ну штрафы ты платишь за камеры здесь. Вот. А почему не сделать, которые выписывают полиция? Ну, то есть они кидают на твой счет штраф, и все, и ты свободен. Ну, значит, из-за экономики, они же, это же зарплата же их, леваки, блядь. Это никто и не пошел бы работать. Ну, не знаю, если сделать систему с пеней, то как люди забывают платить, в принципе, у них даже зарплата тогда бы повысилась, по мне так.
Атя, заебал. Почему именно здесь, нахуй, блядь? Опять на этот же камень, блядь. Пиздец, 85% И нахуй. опять же, вот смотри ситуация. Есть стационарные камеры по городу, по штату. А есть, посмотри, на маркете продается радар-детектор. То есть, я так полагаю, если какой-то из мусоров купил его, он может Не ссыли, стоять если и чувствуешь. фенить этим водителям. Окей. То есть, ну, как-то так. Понял, И бро, все понял. равно ему потом штрафы. Ты едешь, оплачиваешь даже с такого радара, оплачиваешь в том же месте, где и все Бля, остальные. мина лежит, нахуй. Да, но штрафы, допустим, за тоже, даже езда по встречке. Почему-то я должна его платить сразу, как меня стопнули, и все. То есть, Вот это смотри, какое, мне если самый бы они его большой штраф скидывали, прилетел, я даже не знал о нем. Я приехал тупо проверить эти штрафы. У меня 5 там была штраф, представляешь? Какая-то ДК там указана Нормально. была статья. Да, я даже не знал о нем. Тут-то уведомление у тебя сразу, прям ты его видишь, никак не пропустишь. А там вот спустя какое-то время, у меня тачку эвакуировали, я пока в премиум салоне тачкой выбирал, смотрел, катался на ней. Выхожу, нет машины, и вызвать не могу, и найти не могу. Ну, думаю, может же этот эвакуатор упер. Ну и так и получилось. И там и выяснилось, что у меня еще штраф. Совсем заофигеть, блядь, людей не видит, блядь, чуть Ебать, на 6 очков, блядь. А сейчас, короче, это, Суки, нахуй. телефон и сидишь, и пока ты его не свернешь, и Причем штраф был даже с фотографией, представляешь, там ситуация, моя машина. У меня целика была красненькая такая, и все, там что-то куча машин, я в этой куче. И Просто вот такой вот еще, кадр. понимаешь, по всему городу. ты платишь вот за вот это, если ее, соответственно, конфискуют, если ты неправильно парканулся. Но если ты не заплатил штраф, допустим, тебя остановил полицейский, ты не заплатил штраф, тебя сажают, плюс твою машину отбуксируют на штрафстоянку, и у тебя штраф этот еще увеличивается. Почему я должна платить в будущем еще больше, если могу в будущем заплатить столько, сколько мне сейчас сказали? Меня слышно? Очень даже. У меня правильно была припаркована машина. Никаких красных бордюров не было, тротуаров. Там был кармашек такой, заезд. Они еще поворот. эвакуируют из-за того, что много штрафов на штрафстоянку. Ну вот один единственный штраф, но он большая сумма. На штрафстоянку была, надо такая, заехать пятерку мне, посмотреть, блядь. Пришлось отдать. Я, может, потом их еще на частную тащить, на госструктуру. И так дальше. Это интереснее. Нет, я вообще даже хочешь. Плюс еще за штраф стоянку, там тоже сумма. Нормально тогда. Ну, Остановил. дальнобоев Блядь. они изобрели, может, когда-нибудь сделают все-таки со штрафами какую-нибудь прикольную штуку. И будет отдельное подразделение по штрафам, как в Штатах. Когда у них там, получается, те, кто ниже по званию, гоняют штрафы, выписывают только. Без всяких, блядь, со спины. Шарах, бабах, блядь, забался на форуме сидеть вечно. И жалобы заправлять. Ну, по-разному бывает всегда. Да, но потом, короче, фишку выкупил, что надо нахуй не этой хуйней заниматься, а на трассу ездить, блядь. Ну всё, я... Ну я, это на Далласе все было, а там редко было. Поэтому... Блядь, ну ближе, давай заказы. Да, все, я теперь здесь обосновался. А я не могу, мне теперь, понимаешь, какой фигня? Я здесь уже повык, здесь же народу дохуя играет. Постоянно. Ну, здесь, да. А у меня перегруз, Я сейчас если не захожу расстроился. туда, где полторашка, блядь, мне кажется, как будто у них... Вот Да. клаустрофобии, да, боясь замкнутый пространство. О, объявление мое вышло. Почему не мое? Я зачем А чё за 8 девушка тысяч платила? разговаривает? Это по рации, бро. По рации дальнобойщиков. Блядь. Сука, это Да. Давай накажу ее. такси?
Нет. Капец, я тут попал А вы см... в доках. От тебя Перестрелка привет, идет, там какой-то дроп свалился. Я такой, не надо. Почти под обстрелом. Все-таки в одной В конфе этом же. тоже была я под обстрелом. Не очень веселое место. Такси, говорят, звонят, блядь. Что это было? Кто-то подсоединился. Такое бывает. Звоню бра. Это ты звонишь, что ли? Такси нахуй зовешь. Такси не я. А, это другой? Пиздец, блядь. Кто-то звонит, такси говорит. Пошел, блядь. Ну я, короче, последний везу. И все на сегодня, ребят. Все, женщина уходит. Уходит спать. У нее сейчас время 4 утра. Давай сейчас я сохраню тебя. Алло, привет, уроды. Привет. Привет, суки ебаные. Я завершил задание. О, бабки. Алло, бабки сюда. есть девочки тут помолчать, не хотите? Да, есть. Мур-мур-мур-мур. Фу, дебил ебаный. С девочками так нельзя разговаривать. Я, короче, дальнобою сейчас, вот, ну, на чем лучше дальнобоить? На моем пенисе, на альбо немножечко. Слышь, ёбище, где ты находишься, скажи? Я нахожусь рядом с своей попочкой. Ну-ка, чё, идёте? Блядь. Вот так вот сделаю. Дай, братуха, сделать этот. Заказы сделать. Пока все дальнобойщики спят. Прием, слышно? Да, слышно. Да, слышно. Да, не могу ввести и брать телефон, бро. Было бы такое, да? Одной рукой, ну, взял трубки и можешь вводить. Нет же, блядь. Надо остановиться и брать трубку обязательно, блядь. Надеюсь, в рацию это не ты заходил с другом? Пиздец, блядь. Алло, алло. Алло? Алло, алло. Меня слышно? Да, слышно. Все, заебись, пошел нахуй. Хорошо. Твой рот ебал, прием. Типа. Принял. Шлюха. Шлюха, знаешь кто? Кто? Да, не слышно, выблюдок ебаный. Давай катайся, дерьмовой ебаный, затуток. Тебя мама шлюха ебаная, Ебало подбился, слышишь? Что, блядь, происходит? Алло, Я слушай, ебать не приеду, должна. тебя просто звук еще выйду. Где ты, блядь, пидор? А что купили у меня? Томпсон купили? 25-й год, что за мама пиздит? У тебя тоже мама шлюха. Выблюдок, тебя не слышно. проецируешь, дядя? Я понимаю, у тебя комплексы, травма, но, блядь, зачем она? От твоей мамы, да.
Алло, пивной, нахуй, ты где находишься? Пивной. Я тебе говорю, я тебя выебу. О, слышишь, это мне нравится. Алло, мразь, хули ты... Бля, ребята, если поуграть зашли, пожалуйста, не мешайте, выйдите с этого, с волны. Создайте свою Нет, я волну и хочу там сидеть посидите, на этой поговорите. волне. Я хочу сидеть на этой волне. Алло, бичуган. Да, я тонт. Давай, слышишь, прищепка ебаная, где ты Да, находишься, слышу, скажи я к мне? тебе еду, будем ебаться. Едешь ко мне реально ебаться будем? Да, Да у иди тебя нахуй, мои 12 слышишь, сантиметров, мои блядь. объемные. Набор, колесо взорвалось, метров, блядь. Где ты? Скажи мне. Еду на Драчеву, скоро буду. Ты где едешь? Заебали, блядь. Походу все нахуй. Трэшбол ЛБТ. Рейша, Это потому что сейчас ночь, нахуй. Детишки спать не ушли. Почему-то, блядь. Типа завтра в субботу школьники не учатся, что ли? Когда я в школе учился в субботу. До 3 учился, блядь. С 8:15. Бля, надо заправиться же. Сломали рацию. Да, рацию сломали. Хочешь как лучше, бля? А выходит, как всегда, нахуй. Так, ну... А как рацию достать? Я тоже хочу. Рацию не надо доставать, надо купить его и говорить в рацию. Ну, там кнопка у тебя должна быть забиндена. А, уже все, наверное, рация, пока все на сегодня. А то зайдут эти. Вот, ближе к вечеру уже нормальные люди зайдут, уже можно будет по теме пообщаться. Это что за маркер стоит? Да, ГТАшник, засрали. Детишки зашли, да, засрали. Я пока вышел на... не вышел, а отключил рацию, нахуй. Не хочу слушать это, блядь. Пиздец, блядь. Как можно до такого додуматься, блядь? Там музыка играет. Ну вот, хорошо, что я отключился. Макан. Кто такая Макан? Муза нам спали.
Отключите пока, если мешается. Отключите. Пускай сам посидит нахуй. А потом зайдем. Часок другой. Бля, это что за маркер у меня висит, кстати? Заебало этот маркер меня. Вот, бля. Я же сдал же, блядь. Тогда что? На какую? Вас взломали. Нет, там же любой же может. Как его? Блять. Сетовать. Волну включить. И все. А, сука. Одинаковые цифры не делаю. Не, они же по объявлению зашли, бро. ГТАшник. Объявление вышло, вот и зашли. Бля, было так хорошо, бля, так как лампово было, нахуй. По делу общались. Помогали друг другу. Зашли, блядь. Эх. Бля, 3 километра по GBS написано. Бля, по факту 7. Бля. Сколько не вожу уже, да? Блядь, охуеваю нахуй. Что, GTA-шек здесь?
Что там, нормально стало? О, бля, кого-то кафнули тут. А, тебя заебал, бля. Ну, конечно, бля. Конечно, надо было развернуться именно. Ну, блядь, если разворачивайся, то, блядь, разворачиваться на своей полосе, нахуй. Либо не мешайся, бля. Правильно? Какой крутой мотоцикл. Дальнобойщика какого-то словили. Я по рации сказал бы, но маленькие дети вынудили выключить рацию. Ебать! Мясо тут. А шо, блядь? А, заебал. Конечно, на камень надо было, блядь. А, блядь.
На, сука. Чувствую, там нормально стало на рации. Блядь. Взял же. Бля, вон, опять объявление вышло. Прием, прием. Прием, прием, как слышно. Дальнобой? А? Какого ранга? Первого? О, нет, третьего. Сколько получаешь в час? Раз, там, бывает. 9 будет. 17. Раз, ты угораешь? А? Что-то мало как-то 9 тысяч. Ну да. Такое бывает. Но больше 20, кажется, не получал вообще.
А вы какие ранги? Через час на рестарт, да? То сегодня менты останавливали вас? Я читаю эту рыбчину чисто без причины. Сука! До сих пор сидят, что ли? Ладно.
Yes! Бля, тут опять движение, да. Мента убивают, что ли, так?
Блять. 1 километр, блядь. 2 XP. Сегодня хотя бы сотку сделать бы спишек. Но минимум сотка. Дальше посмотрим. Было бы охуенно. Подзаебался, ранги делаем. Вчера, бля, слишком много сделал. Вчера 157 очков сделали. 158. Подзаебался сильно.
Блять. Блять. Сука.
Что за хуйня, блядь? Что здесь не входит, блядь, за эти на загрузки поблизости? Игра зависла, что ли? Бля, не успел.
Пиздец, блядь. Что, типа, дальнобойщиков нет? Они не берут заказы или что, блядь? За этого висят. Принять, блядь. Наконец-то, бля. Спасибо, бля. Спасибо. 2,5 километра написано было. 7. Надо ехать. Охуенно, бля. Каким-то я бы оттуда еще забрал бы, блядь. Обратно в город ехал бы. Бля, скоро еще рестарт, да? Спать скоро, да? Бля, это было близко.
Ебать народу там. Ах. Блядь. Что, 2 XP вообще нет, да? Дефицит стал. Теперь там, блядь, наверху. Здесь. Кто не берет его? Потому что все вниз ушли, да? О, повезло, повезло.
Рыбаки есть? Нет? Чат. На Мождевтике рыбаки есть? В чате. Вопрос возник. Здесь теперь там, да? О, бля, 0,5 же было.
Что, в чате рыбаков нету, да, вообще? Опа! Найс. Повезло. И так же, как всегда. Умножение на 2. GPS-ка, блядь. 2 километра показывала. В итоге 4,9. Блядь, хотя у 4,9, а не 6,7, да? Скоро рестарт. Марья Ивановна растут. Постникам похрен. Они обыкновенно простых дальнобойщиков крепят. А на Марья Ивановна похуй все. Сегодня открытые двери, кстати. Ой, не открытые, а день блата. На Фибах. Кто хочет, устраивайтесь. Бля, 5 литров, надеюсь, хватит. Сколько должны ехать? 6 км? Бля, не должно хватить, да? Как будто бы хватит. Давай, на свой страх и риск. Бля, уже 4 литра. Что за хуйня? Как будто должно хватить. Что за грибы растут на асфальте? Да, уже 3 литра. Нет, не хватит. Походу мы погорячились. Сейчас мы еще по ущелью поедем, и хуй, блядь, встрянем там, блядь. Может, рыбаки там будут. Может, грибники? Так, 2 литра.
Главное вниз в реку не упасть, блядь. Тоже квест. Бля, ну сука. Так времени нету. Не. Вот так. На нуле, на запахе еду, на воздухе. Приехали. Ебать, на чисто воздухе переехали. Хватило все-таки. Будешь, бля. А вот крутая машина. Что за машина это? Это донатная машина, да? Обратно получили ебашим, хотите сказать? А, походу, бля, обратно получили ебашим. Ай, бля. На сервере один, а нет, вот второй, остался. 3, 4. 4 живых осталось, 5, Чё?
Эвакуатор стоит, что ли? Почтальоны ездят. По-любому за заказом поехал, бля. Обратно туда. Кибертрак. Да как можно кибертрак взять, а? На халяву. Есть какие-нибудь варианты? Там говорят, автопилот даже есть. О, блядь, нажал же, чё за хуй?
Ой, бля. Одинаковое расстояние даже. 5,7, 5,7. Факт какой. Это что за машина? 1500 написано. Это Dodge Ram, да? Да. Блять. Без обновлений-то вообще. Да, бля. Неужели? Какая машина стоит, да. Здесь, бля. Капсула, бля.
Majestic коины получить и можно не заходить, да? А 17 минут осталось. Прижмитесь к обочине и заглушите двигатель. Еба! Здравствуйте. Являюсь сотрудником СПТ, пожалуйста, покиньте транспортное средство на основании Дорожного кодекса, часть 2. Пожалуйста, сейчас покажу вам свой документ. Ознакомьтесь. Покажите свое удостоверение личности, а также права. А? Лицензию на вождение. Подскажите, пожалуйста, что перевозите? Раз. Что перевозите, подскажите? Еще раз не услышал. Бытовую химию. Бытовую химию. Можно, да, я проверю? Да, конечно, проверю. Блядь, рестарт. Да, бас кабин, можете быть свободны. Спасибо большое. А как он проверил? Он сразу так может проверять, да? Фу, бля, пронесло, хорошо, что без этого было, как его. А тут надо запоминать, что я везу или нет. Я, бля, от пизды сказал, что я бытовая химия, бля. Товарищи, чат.
Так, все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся. Заканчиваем. Всем, ребят, всем пока.